Слушай свое тело. Тело никогда не врет. Наш организм знает, что ему полезно. Как часто мы слышим такие слова? А можно ли этому верить? Как работает наше тело? Как работает наш мозг? Могут ли они ошибаться? Насколько им можно доверять? Да не больше, чем окружающим вас людям. То есть нельзя. Прямо слышу, как все виды медитирующих, познающих себя, наполняются гневом, а воздух воплями. Я не буду сыпать цитатами великих людей. Я просто расскажу вам, как работает наша нервная система. И вы сами поймете, когда вашему организму можно верить, а когда его реакции должны настораживать. Это канал «Аппаратная психотерапия Аудиокатарсис» и я его ведущий, доктор Родион Кузнецов. Больше четверти века я работаю над проблемой математической модели нервной системы. На этом канале я знакомлю вас с практическим применением данной модели. Как знание принципов работы нервной системы помогают вам стать энергичным, уверенным в себе, счастливым человеком. Так как работает наша нервная система? Что ей нравится, а что не нравится? Способна ли она ошибаться? По нашим нервам протекает только электрический ток, который принято называть нервными сигналами. Гормоны, медиаторы, электролиты, глюкоза – это все способы проведения электрического тока. Наша нервная система – это электрический прибор. Его результативность, эффективность зависит от количества электроэнергии, протекающей по ней, а также от направления движения электрических потоков. От этого зависят наши желания, наше настроение, наше здоровье, наша судьба. Сегодня мы акцентируемся на желаниях. Почему они возникают? Зачем они нам? Что на самом деле желает наша нервная система? Я уже упомянул, что наш мозг – это электрический прибор. Принципом организации является формирование рефлекторных комплексов, огромного количества связанных между собой рефлексов. Эти рефлекторные комплексы мы называем своим опытом, своими знаниями, своими воспоминаниями. Для образности их можно сравнить с микропроцессорами. Каждый из них выполняет ту работу, на которую он был запрограммирован. Мы отвечаем на запросы окружающего мира согласно своего опыта. И никак иначе. Все вместе эти микропроцессоры составляют суперкомпьютер, наш мозг. Но что заставляет работать эти микропроцессоры? Главное требование нервной системы – в мозг должно поступать максимально возможное количество электроэнергии. Индикатором количества энергии, поступающей в наш мозг, являются эмоции. Чем больше электроэнергии поступает и потребляется мозгом, тем мы энергичнее, работоспособнее, эффективнее, счастливее. Когда энергии поступает минимум, мы находимся в глубочайшей депрессии. Как себя ведет в это время человек, я не буду вам рассказывать. Вы сами можете поведать об этом. С точки зрения электрофизики, задача нервной системы – получить максимальное количество энергии. С точки зрения эмоциональных индикаторов – быть счастливым и энергичным. Если все так просто, то почему мы несчастливы все время? Наши эмоции можно разделить на позитивные и негативные. Но счастливыми нас могут сделать и те, и другие. И в том и в другом случае нервная система, выполняя задачу, данную мозгом, получает максимально возможное количество энергии. Но кардинальное различие между положительными и отрицательными эмоциями в том, что негативные эмоции всегда сопровождаются физическим дискомфортом или болью. И главное, что после перенесенных отрицательных эмоций мы обязательно испытываем психологическую усталость, утомление, истощение, а впоследствии выгорание. То есть в случае отрицательных эмоций подъем энергопотребления всегда заканчивается дефицитом энергии. И это то, что нашей нервной системе абсолютно не нужно. Ведь это противоречит ее главному принципу, главной задаче. А почему это происходит? Генерирует электрический ток также нервная система. Структуры, называемые рецепторами. Они способны преобразовать в электрические сигналы все виды окружающей нас энергии. Рецепторы срабатывают на температуру, давление, свет, электромагнитные колебания, на все, что нас окружает. Источники энергии можно разделить на два вида. Это изменение окружающего мира и изменение состояния нашего организма. Выраженные изменения физического и химического состояния нашего организма мы воспринимаем как физический дискомфорт, как боль. Нервная система работает, когда изменяется окружающий мир или когда мы испытываем боль. Пряник и кнут. В первом случае мы просто получаем и перерабатываем полученную от окружающей Вселенной энергию.
Для изменения же физико-химического состояния нашего организма мы должны приложить энергию, создать эти изменения. Таким образом, коэффициент полезного действия энергии кнута гораздо меньше КПД энергии внешнего мира. При необходимости мы можем воспользоваться энергией боли, как аккумулятором. Но потом этот аккумулятор нужно зарядить вновь. Именно этот механизм лежит в основе возникновения дефицита энергии, утомления, истощения, выгорания. Теперь вернемся к основной теме нашего видео. А нужно ли слушать свое тело? Нужно ли слушаться свое тело? Слушать – да. Слушаться только в одном случае. Когда наше тело требует от нас какое-то действие, то обязательно к этому прислушайтесь. Ваша нервная система требует повышения энергопотока. Но давайте его данным способом. Если данное действие приносит дискомфорт или боль, а главное, сопровождается ли оно последующей усталостью, то этого делать нельзя. Хотя вам очень сильно этого хочется. Ведь в это время вы увеличиваете свой энергопоток, становитесь счастливее. А что будет потом? Абсолютное большинство живет по принципу «после нас хоть поток». Проблема в том, что дефицит энергии имеет тенденцию нарастать. Поэтому усталость переходит в утомление, а через истощение в выгорание. У кого-то это происходит быстрее, у кого-то медленнее, но направление всегда одно. Через звезды к терниям. И сейчас я говорю не только про социально значимые, разрушающие нас действия. Никотин, алкоголь, наркотики, мазохизм. То же самое можно сказать про все виды ухода от реальности. Про все действия, доставляющие вам физический дискомфорт. К трудоголикам это относится к не меньшей степени, чем к алкоголикам. Слушайте свое тело. Хотите ли что-то сделать, что-то съесть, что-то выпить, но обязательно прислушайтесь. А не принесет ли это физический дискомфорт сейчас? А самое главное, не приносит ли это дефицит энергии в будущем? Более подробно о принципах работы нервной системы вы можете прочитать в книге «Медицины, которой нет». Ссылки я оставлю в описании. А что делать, чтобы вы наполнялись энергией без последующего дефицита? Я не буду рассказывать об этом в рамках этого видео. Это большая тема и достаточно раскрыта в моем ролике «Формула успеха». Ссылку я тоже оставлю. Внимательно слушайте свое тело. Если у вас получается, то делайте только то, что наполняет вас энергией. Делает вас счастливее, без последующего дефицита этой энергии. Будьте здоровы и счастливы. Наполняйтесь энергией для полноценной жизни.